Всем привет, с вами ProDread. Я Саша, за камерой Настя. Настя, привет! Привет. Нам иногда задают вопрос, и пытаясь на него ответить, мы находим одно несоответствие. Выпуски ProDread выходят нечасто, а снимаем-то мы много. Вопрос, собственно, куда все это девается? Ответ очень прост. Материалу часто надо настояться. Бывает, что мы что-то отсняли, и мы понимаем, что для целого выпуска здесь мало. И надо сюда что-то добавить. А что сходу непонятно. И он откладывается. Зато благодаря этому свойству мы можем посмотреть на что-то в развитии. И подчас это бывает очень интересно. А мне на тебя смотреть или в камеру? Раз, два, три, пишем нормально. Оп. Здравствуйте. У нас в гостях сегодня Гарик, известный, возможно, вам по его деятельности в группе Бандерас. Привет всем, меня зовут Гарик DMCB, я представляю группу Бандерас. Впервые и впоследствии плелся и подплетался я всегда у Реса Мана. Антоха, Реса, спасибо тебе большое. Жалко, что в этот раз не созвонились, но с другой стороны я открыл для себя новых друзей, которые меня сейчас вот в данный момент в 4 руки подплетают. Прямо синхронно. Там будет видно. Он ходит с дредами уже 2 года и, соответственно, пиарит идею дредов и раста в шоу-бизе. Я пропагандирую дреды в шоу-бизнесе уже 2 года. Мои соратники, диджей Мэг. И все. Все. Но благодаря таким командам танцевальным, как Джекс Гаррет, Доберманы, танцорам брейк-дэнса, хаоса, поппинга, хип-хапа и многих-многих направлений, дреды остаются реально культовой, специфической, экстремальной культурой. Ну, ношение дред вообще. Если мы, конечно, будем углубляться в историю, 20 минут нам не хватит. Поэтому не будем углубляться в историю, почему я оказался именно здесь. Ситуация складывается так, что мне постоянно нужно быть в форме, не только физической, но и дредастой. Мои друзья из команды Джекс Гаррет и из команды Доберманы посоветовали мне обратиться к Саше Ларину. И вот я тут, а тут еще Настя, и давай меня. Круто. Я не курил. Мы приступаем. Продолжаем. Плестись. К нам сегодня пришел Гарик. Пришел он к нам первый раз. Дреды у него в достаточно хорошем состоянии. У него заплетена только макушка, но если измерять это в штуках, у него их очень много. Рисаман в своем репертуаре. Если бы это была вся голова, это было, наверное, дредов 200, и тогда бы это заняло бы весь день. Я думаю, нас ожидает интересные 2 часа, потому что Гарик себя пока демонстрирует как очень интересный, дружелюбный собеседник. Вперед! Большим, если не главным плюсом работы дредмастера является то, что ты никогда не знаешь, кто к тебе придет завтра, а приходят совершенно разные люди. От художников и музыкантов до клинических врачей и работников нефтегазовой отрасли. Благо, работа с дредами – процесс не быстрый, и времени, как правило, оказывается достаточно для того, чтобы понять. Большинство из них еще и интереснейшие собеседники, от которых можно многое узнать. И Гарик не стал исключением. За те 4 часа, что ушли на подплетение его невероятно тонких дредов, мы успели поговорить о музыке, о том, почему чай следует пить исключительно с чайной доски для церемоний, Ваше здоровье, друзья. о сложностях, с которыми он сталкивается в освоении фехтования с самурайским мечом. И, конечно, мы любопытствовали, каково это — быть весьма известным эстрадным артистом. Живее всего, Гарик нам рассказывал про свой музыкальный проект «Бурито». Если вдруг вы смотрите музыкальные каналы, то вы наверняка знаете, что он представляет из себя сегодня. А тогда, весной 2013-го, про «Бурито» мало кто знал, и Гарик по секрету делился с нами демозаписями своих новых песен. На это я пишу слова. Пошла тема там, например. Понятно, что все эти инструменты будут меняться. Я так в самолете лечу, забиваю, пишу слова, приезжаю на студию. Блин, вообще уникальная тема, конечно. А дреды как раз ложились в основу его нового образа. Здесь стоит сказать, когда дреды из просто классного состояния волос превращаются в своего рода твою визитную карточку, уход за ними начинает требовать конкретного и достаточно жесткого режима. А в случае с Гариком ситуация осложняется еще больше. Его дреды очень тонкие и, о нет, он каждый день ходит в бассейн. Вообще хорошо подплетаться раз в месяц, но мне всегда хочется чаще, потому что я занимаюсь спортом и плаванием. Если ежедневно занимаешься спортом, мокнешь, вытираешь их, они как-то вроде бы и сваливаются, а в то же время и распускаются. Какая-то странная фигня такая, знаешь, когда много бегаешь, не дай бог не просушишь до конца. Ничего хорошего, друзья, они распускаются из-за того, что мокрые и не просушенные.
Прикольно. Ничего, что это? Что же касается самой работы по подплетению, то по сути она такая же, как и всегда, с той лишь разницей, что чем тоньше дреды, тем тоньше должны быть вправляемые пряди. Такой подход, конечно, делает работу более долгой и кропотливой, зато если так поступать, то со временем может даже уйти узловатый из дредов, который почти невозможно избежать при плетении настолько тонких локов. Мы уже озвучивали сегодня то, что у Рисамана своя совершенно, так сказать, неповторимая манера плести дреды. Действительно, как бы дреды тоньше, чем он, не плетет, по-моему, никто из тех, про кого я слышал. Манреса. Антоха, привет. Есть один не то чтобы минус, но это особенность. Дреды получаются настолько тонкие, что незаметно вправить в них пряди не получается, и поэтому они производят впечатление такой узловатости. Но, в общем, когда это по всей голове, это выглядит как элемент стилистики и, в общем-то, смотрится хорошо. Это как раз тот момент, когда узловатость переходит в узнаватость. Возможно, вы думаете заплести себе дреды в ближайшее время и думаете, какой вы хотите их делать толщины. Хочу сразу вас предостеречь, что за тонкими дредами ухаживать гораздо сложнее. За ними надо ухаживать чаще, больше и Дольше. дольше. То есть вот мне кажется, что мы сегодня Гарика будем подплетать раза в 1,5 дольше, чем обычного человека со всей головой в дредах. Итак, вот у нас тут такие, дреды. Сейчас уже прекрасно видно то, что они аккуратненькие, то, что их много, то, что они тоненькие. Да, Гарик согласен. Мы сплетем тебе твои дреды. Ну дай нам сначала свой паспорт. Что, скоро мы отдадим Гарику паспорт? Но не весь. Проверка. Реклама шампуня. Задавайте мне вопросы. Это не мою машину гоняют? Я приехал на КамАЗе, его сейчас увозят. Ну вот и все. С Гариком мы на сегодня закончили. Мне все понравилось, все очень здорово. Очень познавательное путешествие в мир дред. Это было 4 часа работы, что, в общем-то, для человека, у которого дреды только на макушке, можно считать достаточно много. Тонко и здорово. Мы не испортили работу Ресы. Антоха, не переживай. Все хорошо. Я чувствую себя обалденно. Спасибо большое. Ребята, если вы будете плести себе такие маленькие дреды, как вот у Гарика, будьте готовы к тому, что вам придется очень за ними ухаживать, чтобы они хорошо смотрелись. Зато если вы будете за ними очень хорошо ухаживать, они будут смотреться круто. Да. Блестя. Ну вот и все. Спасибо за внимание и не превышайте скорость. Она сейчас занята тем, что она считает дреды, потому что так вышло, что Гарик не знает, сколько у него их. Что будет еще более познавательное путешествие. Теперь меня не проведешь. Если мои коллеги по группе захотят ночью отрезать мне один дред на память... 61. 61. 61 на макушечку.